Я Константин Тумбинский, и это замена цепи звезд на квадроцикле. В первую очередь необходимо подобраться к передней звезде, чтобы сорвать фиксационную гайку. Для этого необходимо открутить кожух и разжать контршайбу. Чтобы легко сорвать гайку, желательно использовать ключ с длинным рычагом. При этом необходимо включить нейтральную передачу и заблокировать заднюю ось тормозом. После того, как гайка сорвана, можно срезать цепь. Обязательно используйте защитный кожух на болгарке. Далее меняется передняя звезда. Как видите, на старой звезде есть заметная выработка. В данный момент необходимо поставить звезду и накинуть шайбу с гайкой. Затяжка производится после установки новой цепи. Для замены задней звезды требуется снять левое колесо. Гайки крепления колеса срываются, пока оно на земле. Далее задняя ось вывешивается на подставке и снимается колесо. Болты крепления задней звезды откручиваются шестигранником и головкой. Если болты прикипели, желательно брызнуть проникающую смазку. Изменяя количество зубов на звезде, можно настраивать тягу и скорость индивидуально. В данном случае новая звезда на пару зубов больше, что уменьшает максимальную скорость, но увеличивает тягу. Резьбу на болтах желательно почистить, если она забита. Болты крепления затягиваются постепенно с усилием 72 ньютона-метра. Если звезды нестандартного размера, то определить длину цепи лучше по месту. Делать это нужно при минимальном натяжении. Чтобы выставить минимальное натяжение, необходимо ослабить болты фиксации оси, заблокировать регулировочный эксцентрик стержнем и повернуть его, ослабляя натяжение до минимума. Если нет соответствующей риски, то минимальное натяжение можно оценить по положению эксцентрика. При минимальном натяжении толстая стенка должна быть справа от центра оси. Далее цепь накидывается с нормальным натяжением так, чтобы звенья сошлись на внутренних частях под замок. Если так не получилось, то добавляется еще одно звено. Полный диапазон регулировок позволит натянуть цепь. Чтобы отсоединить лишнюю часть, необходимо распиновать звено. Сначала срезается шляпка пина, а потом он выдавливается специнструментом. В данном случае используется разборный замок. Перед установкой его пины необходимо смазать. Стопорная пластина надевается так, чтобы разомкнутая часть по ходу движения цепи была сзади. После того, как цепь установлена, ее необходимо натянуть. Натяжение проверяется на колесах, на ровной поверхности без дополнительной нагрузки, поэтому необходимо накинуть колесо. Цепь натягивается и ослабляется движением квадроцикла. Свободный ход цепи должен составлять 25-35 мм по центру между осями звезд. После натяжения цепи необходимо вытащить стержень и затянуть болты фиксации оси в следующей последовательности с усилием 21 ньютон-метра. В завершении затягиваются гайки крепления колеса с усилием 45 ньютон-метра.
и гайка передней звезды с усилием 85 ньютон-метров, которая фиксируется стопорной шайбой. Новая цепь немного растянется, поэтому нужно проверить ее натяжение после нескольких часов пробега. Это была замена звезд и цепи на квадроцикле. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть новое видео первым.